Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро подтянуть овал лица, убрать брыли и сузить расширенные поры. Сегодняшняя лифтинг-маска дает очень хороший эффект омоложения. Маску эту можно нанести также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанести эту маску можно и на кожу вокруг глаз. Эта маска отлично подтягивает кожу и убирает гусиные лапки. Для достижения наилучшего эффекта наносите эту маску курсом. Курс продолжается 4 дня. Количество маски, которые, я надеюсь, вы вместе со мной сегодня приготовите, достаточно как раз для 4-разового применения. Эту маску можно держать в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать, как я уже сказала, курсом. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску во второй половине дня, примерно за час до сна. И утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маска подходит для всех типов кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Во вчерашнем ролике я показала вам уникальнейший рецепт маски для волос. Маска, которая отлично питает, уплотняет волосы, улучшает рост волос, предотвращает их выпадение и делает волосы здоровыми, улучшает структуру волос и восстанавливает поврежденные волосы. Белок, который остался от прошлой маски, мы будем использовать для приготовления маски для подтягивания, лифтинга, маски для кожи лица, для кожи шеи, для кожи зоны декольте. Возьмите белок одного яйца. И, кстати, обязательно соблюдайте порядок приготовления домашней маски. Это будет давать очень хороший, качественный результат. Для начала отложите в сторонку белок и возьмите рисовую муку. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Обязательно соблюдайте рецептуру приготовления всех домашних масок, которые вы видите на моем канале. Возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Затем рисовую муку разведите с 1 чайной ложкой мыльного компонента. Это может быть пенка для бритья, это может быть пенка для умывания, это может быть обычное мыло, натертое на очень мелкой терке, доведенное до однородной консистенции в сочетании с кипяченой водой. Можно использовать оливковое, детское, либо глицериновое мыло. Я использую для домашних масок пенку для умывания. Она также дает хороший подтягивающий эффект в момент подсыхания. И также в момент смывания хорошо будет очищать кожу. Возьмите 1 чайную ложку пенного компонента. Этот ингредиент возьмите с горкой. И тщательно смешайте рисовую муку с мыльным ингредиентом, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. Если мыльного компонента окажется маловато, вы можете его слегка добавить. На этом этапе маска должна иметь вот такую плотную, слегка жестковатую консистенцию. Затем постепенно начинаем вливать белок в предыдущие ингредиенты. Белок нужно вливать мелкими порциями. И постепенно вбивать предыдущие ингредиенты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. От того, насколько тщательно вы будете смешивать ингредиенты, соответственно, будет иметь и качество самой маски. И тот эффект, соответственно, который она окажет на вашу кожу. Постепенно вливая белок, консистенция маски будет более приятная. Если вы нарушите порядок приготовления, порядок добавления всех компонентов, то велика вероятность, что маска не получится. Затем вливаем следующую порцию. И также постепенно начинаем вбивать предыдущие ингредиенты до получения однородной консистенции. Все свои домашние маски я показываю в реальном режиме времени. То есть то количество времени, которое затрачиваю я в самом ролике, и вам будет достаточно для того, чтобы приготовить домашнюю маску. На этом этапе главная задача хорошо смешать, хорошо взбить ингредиентов так, чтобы была однородная приятная консистенция.
Если вы в белок начнете добавлять рисовую муку, то это будет проблематично смешать эти два компонента, которые необходимы именно для омоложения кожи лица. Затем вливаем оставшуюся порцию. Тщательно взбейте эти ингредиенты. В последнюю очередь добавьте в эту маску витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Использование витамина Е в домашнем уходе рекомендуется. Он отлично увлажняет кожу, хорошо питает, смягчает, разглаживает даже самые глубокие морщины. Не забывайте принимать витамин Е вовнутрь, это будет улучшать состояние кожи, волос и ногтей. И в сегодняшнюю маску нужно добавить 5 капель витамина Е. Кстати, если у вас есть витамин А-евит, то его также можно использовать для сегодняшней маски. Если вы используете капсулы витамина А-евита, то добавьте 2 капсулы. И также тщательно взбейте все ингредиенты. Не торопитесь, маска должна получиться однородная. Тщательно взбейте эту маску, и она будет иметь приятную консистенцию. Наносите маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Наносите эту маску в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.